Компания Great Wall Motor обновила свой брутальный кроссовер Havail Raptor. Он получил доработки спустя полгода после запуска. Подзаряжаемый гибрид Havail Raptor дебютировал летом 2023 года на домашний рынок. Он вышел в октябре того же года. По данным местных медиа, с января по март 2024 на родине бренда реализовано примерно 8300 штук, то есть продажи успешными не назовешь. На этом фоне марка решила модернизировать гибрид. Полноприводному кроссоверу с суровым обликом увеличили дорожный просвет и перенастроили гибридную установку. Были добавлены новые цвета интерьера и экстерьера. На первый взгляд кажется, что Havail Raptor 2024 модельного года ничем не отличается от своего предшественника, но точечных изменений масса. Во-первых, появились два новых цвета кузова – желтый и матовый серый. Габариты Raptor также несколько изменились. Высота увеличена с 1822 до 1843 мм на 21 мм выше и на 34 мм шире 1950 мм. Длина и колесная база остались прежними 4800 и 2738 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет составляет 221 мм против 200 мм у машин предыдущего модельного года. Кроме того, увеличены углы въезда и съезда. Теперь 25 и 32 градуса соответственно вместо 24 и 30. Наконец, глубина преодолеваемого брода теперь равна 580 мм, было 560 мм. Стоит отметить, что Havail Raptor – это вовсе не внедорожник, а кроссовер с несущим кузовом. Как и раньше, Havail Raptor доступен в двух версиях с установкой High 4, которые отличаются емкостью аккумулятора, то есть запас хода на чистом электричестве будет разный. При этом полный привод является стандартным оснащением. Техника прежняя, но при этом объявлено, что кроссовер получил новые настройки. Благодаря этому, в частности, была улучшена управляемость. Raptor имеет бензиновую турбочетверку на 1,5 литра мощностью 167 лошадиных сил и 243 ньютон-метра, которая способна работать в режиме генератора или подключаться к передним колесам через двухступенчатую трансмиссию. На передней оси установлен 95-сильный электромотор, на задней – электродвигатель мощностью 204 лошадиных сил. У простых версий аккумулятор емкостью 19 кВт-часа, совокупная мощность системы – 378 лошадей и 750 ньютон-метра. У более дорогих вариантов батарея на 27,5 кВт-часа, отдача установки – 383 лошадиных сил, хотя максимальный крутящий момент тот же. Только на электротяге кроссовер с базовым аккумулятором проедет 102 км, с топовым 145 км по китайскому циклу CLTC. Заявленный расход топлива кроссовера 6 литров на 100 км. Разгон до первой сотни у версии с меньшей батареей за 6 секунд, у второй за 6,2 секунды. Максимальная скорость 190 км в час. По данным Havail, общий запас хода составляет более 1000 км. Максимальная версия кроссовера получит блокировку дифференциала, которая может обеспечить 100% выходной крутящий момент на колеса задней оси. Как говорит производитель, в систему полного привода Raptor 2024 года внесли 22 изменения с целью сделать ее более энергоэффективной. В ней появился новый режим езды по снегу и льду при очень низких температурах. Создатели обещают более плавную езду зимой и более отзывчивый полный привод. Также обновлены алгоритмы управления полным приводом на автомагистралях и городских улицах. Салон Havail Raptor получил новую черно-белую цветовую схему. Качество материалов также подтянули. В остальном интерьер сохранился без изменений. Здесь круглое рулевое колесо, суровый селектор коробки передач и крупный экран диагональю 14,6 дюйма. А вот функционал расширили. Теперь Raptor может оснащаться более продвинутой системой автономного вождения, которая использует 11 датчиков. А еще у Havail Raptor появилась новая топ-версия. В списке стандартного оборудования такого кроссовера значится 9-дюймовый проекционный дисплей и блокировка заднего дифференциала. Как говорилось ранее, плюс только это исполнение имеет подогрев руля и штатный регистратор, аудиосистема на 10 динамиков.
Для модели также можно заказать наружный бокс вместо запаски, боковую лесенку и багажные поперечины на крышу. Кроме того, в автомобиле имеется 44 места для хранения вещей, а стандартный объем багажника составляет 586 литров, а если сложить заднее сиденье, можно увеличить до 1404 литра. На рынке в Китае новинку предложат в 4 комплектациях: 102 Air, 102 Pro, 145 Pro и 145 Chionya. Самый дешевый Havail Raptor 2024 стоит $22 700, ровно как машина 2023 года. Но если внести депозит в размере $275, то можно получить скидку в размере $550. Вот с учетом этого внедорожник стал чуточку доступнее. Версия 102 Pro – $23 800, версия 145 Pro – $25 200. Цена топовой версии – $26 400. Его предыдущая версия обладала 3 комплектациями с ценой от $22 700 до $25 200. Модель подорожала из-за появления новой хорошо оснащенной модификации. Развитие технологий и эстетики быстро меняется, и обновленный Havail Raptor 2024 года снова интерпретирует для нас значение идти в ногу со временем. Новый Raptor был модернизирован и улучшен с точки зрения технологий и характеристики автомобиля, стремясь предоставить клиентам лучшие впечатления от вождения на бездорожье. Компания возглавляет надежда, что кроссовер станет более популярным у покупателей на внутреннем рынке. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.